На опыте? Я сильно достал. Похуй, я буду без лимита говорить. Как есть, поебать. Пусть все знают правду. Но, Кто конченый, кто нет. но вопросы про вчерашнее казино не задавай, да? А? Нет, это Хорошенький. Первые 3 месяца прошли очень необычно для меня, потому что я впервые поменял команду. Даже несмотря на то, что я был в Virtus.pro, перед этим я был в Авангар. Все это еще для меня это как одна структура, семья, те же люди. И в целом для меня это изменение значит очень, наверное, много. До сих пор я сижу тут и иногда мысли, кто эти люди вокруг меня, там, Никита, там, менеджер. Мы сидим уже месяц на буткемпе, поэтому до сих пор, наверное, есть еще период адаптации, и внутри себя я должен до конца вот это вот поменять, что я тренер по ревижн. Красный, красный. Одна пулюка. Так. Почему я это знаю, нахуй? Потому что я умный, нахуй. Не пойму, ты гений, нахуй. После перерыва я занялся собой, ходил пешком, думал. И когда мы были в Virtus.pro, ты постоянно едешь с турнира на турнир, и где-то у тебя нет времени переосмыслить. И придя сюда в рамках, не знаю, подачи информации, использования технологий, то, как ведутся разборы, есть прогресс. Каждый игрок, он индивидуальный. За эти 7-8 лет, 15 игроков, наверное, у меня было. Это то, что дает мне опыт в плане тренерства. Это сам ты псих. Короче, сыночек наигрался-то. Все? Пора на завод назад. Решили, что у тебя карьера модели лучше будет. Ты симпатичный. Ты видишь меня как обезьяна? Нормально. Ты тренил школу там и так далее. Да. 5 лет. Да. Спустя каждый сезон все равно делаются какие-то выводы по тому, как работать с капитаном. Сейчас новый, в целом у нас опыт, капитан впереди. То есть динамика каких-то решений, колов, она лучше. В плане того, что Леха впереди, и где-то ему где-то виднее, он может вперед повести. И в этом плане есть плюс. Вот это уже новое для меня. У меня капитан не сзади, а у меня капитан впереди. У меня игрок, который вообще не играл там, даже те же 2-3 уровень. У меня такой старичок в команде, поэтому это, безусловно, как-то интуитивно по-новому. Все-таки я всегда был в командах, где жестко требуется результат, и я с ними где-то, наверное, жестко бывает разговариваю. Я говорю это открыто, и киберспорт, он жесткий. Надо быть волком, надо сейчас выжимать из себя максимум, поэтому я всегда стараюсь с ними в первую очередь быть открытым. Белыч! Белыч! Сука, как спрятался. Процессы, наверное, в целом плюс-минус такие же, но чувствую, что я в какой-то новой формации себя, ощущений того. Наверное, сейчас у меня самое большое влияние на моменте, на команду. Где-то мы играем матчи, я много говорю, принимаю за них решения, но хотя бы зерно мысли стараюсь в их голове как-то развивать, потому что нам сейчас нужен результат. Здесь все-таки где-то я говорю, что нужно время, но оно такое относительное. Сейчас любыми способами нам надо победить. Когда пацаны не играли тир-1, они не сталкивались с лучшей оппозицией, где против тебя лучшие решения принимаются, где тебя всегда читают по какой-то... И я переучиваю их, чтобы они мыслили от того, что против них там всегда моноси в клатче, условно, симпл. То есть они должны 100% отыграть момент, 100% понимать, улучшать возможности в раунде. Но в целом есть какая-то свежесть,
есть какая-то новая аура. Я говорю, даже цвета у нас такой синий цвет мне нравится. Бирюзовый. Позвал тебя на съемки. Какие съемки? Съемка просто документальная, чтобы запечатлеть, как ты рос. Все, боишься камеры, что ли? Да. И все, ушел на лифте? Так я не хочу, зачем? Просто? Все дорого. Я думал, что-то важно, да? Не важно, видите? Это еще мы все молодыми всегда боялись камеры, но ничего. РМР в Китае был очень классным для меня, потому что я давно не приезжал на тир-1 турниры, полгода меня не было, я увидел всех там старых там, знакомых, всех других команд, и где-то были приятные эмоции. Я еще похудел как раз, люди там видят, реагируют. Лично для меня РМР прошел, вот для меня круто. Были вопросы к тому, что нет какой-то сплоченности, есть моменты, которые уже невозможно за 2 недели пофиксить, но все-таки это игра, и оставалась надежда на то, что каким-то боком мы можем выиграть эти 3 победы, но критические ошибки не дали нам возможность там пройти. Но я не сильно, если честно, расстраивался, потому что видел примерно уровень игры, и, честно говоря, нам нужно было немного удачи для того, чтобы пройти на мажор. В любом случае, это какой-никакой опыт, и только такие поражения делают переосмысление в твоем отношении к игре. Ты что, без ума, что мне вам рассказать? Ничего интересного. Если честно, чуть расстроен, как мы играем. Всякие мысли приходят в голову. Но стараюсь их убирать и работать. Но бывает прям грустно от моментов, от ошибок. Прям как будто, не знаю, надеюсь, это возможно профессия. От молодых еще ладно, но вот от старых местами прям залетает критически. Где-то, когда я пришел, у меня было ощущение такое, что работа не проводилась достаточно хорошо, чтобы считаться прям крепкой тир-2 командой. Была надежда на то, что если уже пацаны оказались там, значит, что-то в них есть. Просто между людьми не создалась такая химия и рабочая атмосфера, чтобы быть потенциально хорошей командой. В любом случае, это история по ревижн. В конце концов, я выиграл этот мажор, но до того, как я до туда дошел, мы вначале просто отобрались. Потом прошли на один этап, потом на следующий этап, потом в плей-офф. И только потом у нас получилось там дойти до финала и только потом выиграть. Поэтому где-то, по крайней мере, в моей жизни тренерской, все было медленно, но вверх. Нормально, на камеру работай нахуй. Да, это типа. Чтобы у тебя, блядь, план Б был, блядь, модели. Будет сделано после. Давай, походка охуенная, Виктория Секрет. Блядь, ты мои эти кроссовки видел? Они все в дерьме просто. Да похуй. Ты даже шнурки не умеешь завязывать. Я руки не умею завязывать. Я в ахуе. Что за походка тёлки, блядь? Все, не вставляй. Что, на камеру не такой крутой, что ли, делать? Да, не Вот и мальчик Индиго, который не любит сниматься. Что надо? Маме хоть привет передать? Что не папе? Он жесткий. Ну, у него свой есть ритуал, он всегда особым мылом вроде моет руки, потом всегда протирает, чтобы сцепление охуенное было. Дай У него своя посадка. Full focus. Спиртовой салфеточка. Да. Ну вот Белый, говорили, в футбол играл. Вот и теперь в киберспорте. Дальше только пятерочку. Пип-пип-пип, и все. Вот такая вера у тренеров и в игроках. Окей, достал. Хотя бы не фейкуешь на камеру. Ну да. Мне надо сейчас чуть вспомнить, как собирался этот состав. В целом мы вроде начали с того, что Леха может стать капитаном, и то, что у него есть желание взяться за новую роль, чтобы оказывать большее влияние. Когда я еще был в Virtus.pro, я думал, что Леха должен больше брать инициативы, он по возрасту созрел для того, чтобы
быть капитаном, но мне кажется, в его жизни тоже был какой-то процесс трансформации для того, чтобы прийти к этому капитанству. Наверное, мы рассматривали Белыча, то у него есть хорошая индивидуальная форма, и, в принципе, он закрывает важные споты, и без него как бы никак. Эмиль был в составе Амкал. Амкал разваливался, и 17 лет я посмотрел его повку на Мираже на ютубе. Там вроде одна демка, как он бежит в яму на топ-мид, и удивился тому, как он стреляет. Посмотрел его одно интервью, ну он такой чуть зажатый был немного, но со стороны он такой быдло, такой пацанчик. Я переживал за то, что он немного будет, ну, с характером. И у нас был созвон, мы с ним поговорили. Ему 17, и это его второй буткемп. Он очень делает большой акцент на микру. Он смотрит за Донком, за всеми крутыми игроками для того, чтобы хорошо двигаться и стрелять. И надеюсь, что он получит правильный опыт и станет костяком команды. Нормально, Лех. Окно справа. Удачи. Бля, почти убило, нет как. Волну не вижу. Борт нет. Я долго закрыл. Можно выучить. Не, я подиксил. Мы сидим сейчас на буткемпе, он делает это не потому, что надо, а потому, что он кайфует от того, что он тут находится, ему хочется вот узнавать больше, все для него новое, поэтому я рад, что он пришел. Первый день он приходит на буткемп, и уже Саня Трэвис пришел, они вместе играли, про качалку что-то рассказывал. Я говорю, ну вряд ли получится, мы будем сидеть, ну ты это Эмилю скажи, такой, блин, что за чувак, наверное. Не знаешь, как 17-летний будет общаться, поэтому Эмиль пришел, мы там вдвоем остались, сказал, все, ты не переживай, будь собой, главное, наверное, я там с Казахстана, иметь взаимоуважение всегда. Где-то, когда я вижу, как они там взаимодействуют с Аней, где-то там могут там материться друг другу, для меня непривычно, что там, условно, Сане 27 лет, ему там 17, и где-то все равно должно быть уважение. Вот. И я хочу это привнести в команду, чтобы все-таки было уважение к возрасту, несмотря как бы ты хорошо не играл, все-таки возраст для меня это имеет значение. Жека снимает Достан в упор прямо сейчас. Поэтому Достан сразу улыбается. Ну да, я же типа хороший чел должен. Ну да, Раз камера выключится, пиздец. Они же дешевле. Ну ладно, да, я заучу. Окей. На самом деле, Аруна не фан. Я выше. Но на камеру надо быть добрым. Голову. Базик у меня должен быть. Под головой, я живой, Жека. С ним работа, я не так с ним жестко общаюсь, как там, например, с Белычем. То есть ему позволительно больше. Он такой малыш для нас. Я где-то с ним помягче говорю. В 17 лет не хочется где-то ему какие-то рамки закрывать, и с ним как-то так. Но когда в команде есть молодой пацан, который хочет всего добиться, это заряжает нас всех. Если честно, если бы не было Эмиля, я бы, наверное, не так сильно верил в состав. Где-то сложно себя обмануть, но так как есть Эмиль, я доволен, и я надеюсь, что он будет развиваться и станет звездой нашей СНГ сцены. Вот. Эмиль, ты 2 в 1 не должен так. Все, от КТ не играешь и все. Ну типа, зачем тебе спот палиться? Он тебе мог одну дать, и мы проебали бы, понимаешь? Ты понимаешь? Ну да. Ну, вот ты играешь просто нестабильно, плачет. Бля, есть. Я привел съемочную группу. Достан, мне нравится, как ты понял под камерой. Как я веду себя под камерой? Да, какой-то образ, сразу приятно общаешься. Пацаны, вот тут вот ошибку сделать, давайте вот так делать. Без камеры. Бля, белый. Бля, все не выиграю. И Айкос. Но я это запрещенное слово не употребляю. Айкос. Ладно, короче, актерские навыки у нас так себе. Ну да, камера все равно, конечно, чуть сковывает. По Сане он был выбран последним, добрый, хороший парень, хорошо стреляет, поиграл на мажоре и так далее. Мне кажется, он все равно где-то в душе такой же молодой в плане игры. От него где-то большего ждешь, чтобы он побольше помогал команде и так далее. 27 лет ему нечего терять. Я ему так и говорю, тебе уже, Саня, уже надо
Все, либо сейчас, либо никогда. Я открыто говорю, вот интервью, да, это киберспорт, надо, все, уже у тебя состав, я не знаю, будет ли такой у тебя состав, будет ли такая возможность, столько тысяч часов ты уделил, надо отдать всего полностью. Саня жестко стреляет, на самом деле стреляет как молодой, но где-то мысли, с ним надо работать для того, чтобы он стал крутым игроком. Где-то я переживаю, если честно, за то, что он взрослый, где-то не так легко с ним какие-то в его голове мысли менять. Топ Джангл Фокс. Надо по лавке разгоняться. Думаешь? Как? Окей. Дефолт! И 2 КТ! 2 КТ инфа была. Выходит, Саня, за фаером! Дефолт! 10, 13. Хорош! Ебать жестко. История с Жекой, как он к нам пришел. Чуть переживал за то, что он устал. Наверное, там цикл Virtus.pro был очень активный. Давление, медиа давление на него большое было в плане критики, наверное. Много внимания от всех, кто смотрит и всегда реагирует на твои победы, поражения очень остро. И где-то, когда мы с ним поговорили, ему было интересно, он тоже, есть я, там, Леха, там, есть руководители по Revision есть, которые работали в Virtus.pro. Это делает немного решение в пользу нас. Его опыт и для Лехи, и для команды, и для меня. Ты с самых низов и с открытых квалификаций пробивались. И, может, мы не все там тир-1 чемпы выиграли, но мы стабильно были последние 5 лет, наверное, топ-10 команды мира. Где-то даже топ-6, топ-5. Вот этот наш вот пик, к которому мы пришли. Про Жеку он пришел, все круто. Он отдохнул, вроде с женой где-то съездил, мы собрались, он приехал. Для меня его увидеть снова как заново. Новый сезон там большого сериала. Вот. Что у нас сейчас? Расход, все? Нет, перерывочку. Потом специальное задание. Я на Серегу. Да. А что ты хочешь? Не, я просто спрашиваю. Что, занят, наверное? Это же твоя вторая работа. Наверное, что на Подрабатываю, основную пойдет? подрабатываю. Еще, Кон, еще, Основная еще, вот у еще. меня ходит. Я моделью работаю. Как? Моделью работаю. Модели работаешь? Я фото. Т2. Ты можешь сам поискать их в Discord? Новый видос вышел. Понял. Веселый про Апекс. Он интересный. Вот друзья добавлять и писать. Белый, как кто тебя добавил в чат? Админ, Discord это. За что? За то, что мы топ 32. Мы ж топ-32, не 30. Топ 50 там надо быть. Реально? Ты столько к этому шел? Только ради этого Discord. Мне кажется, люди не видели, как выглядит Дискорд и как люди получают. Скины выпрашивают, как ты белый. Тебе не Ага. стрёмно? Да. Я бы не смог. Так все так У делают. тебя, блядь, столько друзей, попроси ножикового. Так я и так с ножом темный играю, с бабочкой. Ну, попроси у Герки то. Вам надо посмотреть. Будешь шастаться, да? У тебя в белье, да? Тему грабанут. Какие у меня есть? У меня несколько перчей есть. Погоди, сейчас нахуй заберем один. Короче, дубль 57-й уговариваю тренера поехать поужинать со мной. Стейком, с соусом, горгонзолом, с картошечкой по-деревенски и луковыми кольцами. Ебать. И там есть еще их специальный чай, холодный чай, ебанутый вкус. А как же С моя персиком. диета? Я же хочу стать худым. Это мясо, считай. Там Ты больше всегда 6 найдешь и немножко следующий. картошки. То есть, в принципе, хороший ужин. И очень вкусно, на свежем воздухе. По-любому едем. Че, может вас докинуть еще? А ты за рулем, что ли? Ну. Ой, Жек, ты будешь, примерно, один из лучших. Серьезно? Да. Он просто ты Дэвин- солишь. Ну, на М5 я бы поехал. У тебя пятый тут что? Чего, блядь? F90 у него. Нет, поехали, Достан, Все. блядь. Вот опять это начинается, что я тебя упрашиваю. Ну да. Что это такое? Да Белыч, Ты сам хочешь, я тебе говорю, стейк 8,5 из 10, картошка 10 из 10. Соусом ебать. И он еще недорого стоит, там 2500 Ну, все равно ты угощаешь.
Хорошо, ты заплатишь, я тебе на крипту кину. Ты хочешь, чтобы я? Мне не сложно за тебя заплатить. Ну да, ты же. Но у меня нет налички. Мейджор ты винер. скинешь. Ну, ты мейджор винер, долларовый миллионер, я из трущоб, типа, оплачу тебе ужин. Раз уж ты так хочешь. Жек, подкинь? А, ну давай Никиту заберем. Ника сидит, проебал в контру в тебе. Если честно, я могу, что он тильте. Да, он горел в Авроре еще, когда я в Фест играл. Я его троллил всегда за это. Он же псих, он понял, типа он сдерживается в команде и все эмоции негативные. Да? На фестивале вода, он там говорит, уебище. Да? Да, точно.